Крещенский вечер, когда карты так откровенны, и гадания о жизни на целый год впереди. Выбирайте для себя карты, колоду карт, которая вам больше нравится. Это будет ваш вариант в этом гадании. И у нас сегодня представлено Таро Висконти, Таро Кошачий глаз, Испанское Таро и классические карты Таро. Пожалуйста, выбирайте ваш вариант. Раз, два, три, четыре. Работа и ваши профессиональные дела. Три карты. Прошлое, настоящее и будущее в этом году. Карты говорят, что у вас работа хорошая. Или правильно выбрали профессию, или так сложилось, повезло, что вы на своем месте. У вас в работе, в профессиональных, в деловых вещах, в деловой жизни есть, по крайней мере, какой-то порядок. Очень упорядоченные, стабильные доходы. Большие или нет, это вы можете по-разному оценивать. Но самое главное, что есть систематические денежные поступления. И есть очень предсказуемое развитие как карьеры, так и приложение ваших профессиональных возможностей, ваших профессиональных сил. В прошлом карты указывают на некоего короля мечей, властный, командующий, умный человек, начальник, который помог вам, например, выбрать эту работу. Это учитель, который вас научил. Лицо может быть покровительствующее вам в бизнесе. Ну, очевидно, влияние решительного человека здесь есть. И будущее в этом году, ваше рабочее, профессиональное, это то, что нас больше всего интересует. Семерка жезлов вам выпадает. Карта хорошая, хлопотная карта, она называется доблесть. Вот представьте, вам будет случай проявить доблесть в своих профессиональных делах, в работе, в бизнесе. Будет случай показать компетентность, может быть, с кем-то активно и успешно конкурировать. Семерка жезлов говорит, что слишком легко карьерные вершины не дадутся, потому что их ищет кто-то другой. Например, устроиться на новую какую-то завидную работу вы сможете только если пройдете жесткий конкурсный отбор. Карта предполагает максимальную веру в себя, рекомендует вам действовать, действовать и действовать. Не останавливаться, не пасовать, не считать себя хуже других. То есть вы вполне можете улучшить свою профессиональную судьбу, соответственно, улучшить свои заработки. Но для этого нужна борьба. Не трудная, может быть, не такая очевидная, по большей части даже борьба с собой. Однако, вот интересно, что это младший аркан, это не такая уж крупная карта. И хорошая новость, ну, наверное, хорошая, я думаю, в том, что вот как-то принципиально менять профессию, область деятельности или место жительства в этой связи вам не нужно. Вы на правильном пути. У вас очень многое уже накоплено, послужной список, хорошие связи, правильные знания. И вам нужно продолжать развиваться вот именно в этом направлении. И, ну да, немножко стараться быть лучше других. Семерка жезлов, конечно, предсказывает вам успехи. Будет много поводов гордиться собой. И вот самое главное, она советует побольше на эту тему хлопотать. То есть недопустимо опустить руки, например, и решить, что все свое, весь максимум в профессии, в карьере вы сейчас уже выбрали. Нет, это не так. Путь открытый, карьерный для вас. Просто он вот такой вот очень живой и
с некоторой борьбой. Ну что ж, это даже, я думаю, интересно. Далее ваши денежные дела. Прошлое, настоящее и будущее. Посмотрите, у вас много карт масти жезлов, то есть активный год вы переживаете, активный период своей жизни. В настоящем борьба за деньги, не конфликты, но опять же некоторая конкуренция. Может быть, конкурируют между собой статьи ваших расходов, то есть вы не всегда знаете, на что правильнее потратить деньги, или как правильно их инвестировать, или вкладывать. А пятерка жезлов говорит, что кто-то рядом с вами, имеющий отношение к вашему бюджету, имеет также и свое мнение. Вам приходится спорить. Может быть, спорить с начальством о том, что вам давно пора поднять зарплату. Может быть, приходится спорить с домочадцами, которые по-другому хотят вашу зарплату использовать, освоить, как это говорят. Вот. Поэтому деньги в какой-то конкурентной борьбе достаются и в такой же, и также как-то конкурентно с какими-то спорами тратятся. Еще пятерка жезлов говорит, что вам буквально в денежных вопросах, любых, это и долги, и суды, может быть, денежные, вам приходится очень жестко, осознанно держать личные границы. Продолжайте, пожалуйста, это делать и поддерживать и защищать свое мнение. А это значит, что есть люди несогласные. Много есть людей несогласных в теме ваших заработков и ваших расходов. Но в прошлом вы очень хорошо постарались. Ради вашего нынешнего достаточного финансового статуса вы буквально где-то свернули гору и делали это специально, осознанно, из гордости, потому что хотели лучшей жизни, а может и хотели быть лучше других. Посмотрите, у вас какие конкурентные карты выпадают. Десятка жезлов – это, безусловно, карьерная карта. Она говорит, что вы многого достигли по-настоящему. Вы можете из скромности говорить и думать, что это не так, но на самом деле за вашими плечами настоящая тяжелая, самоотверженная работа, движение по карьерному, профессиональному пути. Это все очень похвально. Важно вот эти взятые высоты, конечно же, не отпустить и не сорваться, что ли. Но прогноз не такой однозначный на будущее. Это прогноз на 1 год, поэтому не слишком сильно не пугайтесь. Хотя восьмерка мечей карта не самая оптимистичная, зато дает понятные советы. Сначала о чем она? Восьмерка мечей – это карта большой-большой несвободы. Карта говорит о том, что в наступившем году у вас будут сильно связаны руки, и вы не сможете слишком свободно по своему усмотрению распоряжаться деньгами и своей волей денежной. Знаете, откуда хочу возьму, куда хочу потрачу. Вот этого ничего не будет. Чаще всего восьмерка это в денежных делах ассоциируется с обещаниями и обязательствами финансовыми, от которых нельзя отказаться. Это и выплаты какие-то по кредитам, может быть, по ипотеке, просто расходы, скажем, арендная плата за дом или расходы, не прекращающиеся на образование ваших детей. Худшее, что есть в этой карте, это настроение. То есть она как раз говорит о том, что вы будете эту несвободу чувствовать и, скорее всего, захотите из нее вырваться. Ощущаете давление какое-то в денежных делах. Также восьмерка мечей может описывать давление обстоятельств или конкретно вашего начальства. То есть вы зарабатываете деньги и при этом делаете не всегда то, что хотите для этого, и подчиняетесь, выполняете волю людей, которых не очень хотите слушать. Настроенческая карта действительно может быть неприятной, однако реальных настоящих трудностей с деньгами она не обещает. Самый главный совет, как и обещала восьмерка мечей, если вы ощущаете свою несвободу, что прямо вас душит недовольство какое-то финансами,
От этой несвободы нужно срочно избавляться. То есть нужно смотреть на вещи честно и очень быстро вот эти вот вопросы решать, стараться от этого всего избавиться, ну, для того, чтобы впереди путь денежный был достаточно чистый. Ну что ж, денежный прогноз неплохой, я сразу скажу, это не катастрофа и не потери, и не крупные конфликты какие-то с деньгами. Это хлопоты, это хлопотная история. Денег может быть как раз-таки достаточно, и может быть и много. Другой вопрос, что вы чувствуете на эту тему. Далее, конечно же, любовь. Раз, два, снова жезлы. Угу. Три. Ну что ж, в настоящий момент, в общем-то, вы в любви счастливы. Не спешите отмахиваться и говорить нет, 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 у меня никого нет. Знаете, иногда какое-то временное одиночество между двумя головокружительными романами – это тоже счастье, возможность счастливо и радостно побыть с собой. Четверка жезлов, друзья, для любви прекрасная карта. Она описывает ваше настоящее. Оглядитесь вокруг. Счастье, везение, удачи, возможностей любовных у вас сейчас очень-очень много. Это карта свадеб, это карта веселых, счастливых поездок. Например, это может быть что? Ну, свадебное путешествие какое-то. По четверке жезлов, ее, кстати, называют малое колесо фортуны, рядом с вами оказывается какой-то очень подходящий человек. Ну, знаете, идеальная пара, которую и окружающие все поддержат. И все скажут, как вы хорошо смотритесь с этим новым парнем. Четверка жезлов также советует вам обратить внимание на окружение. Этот человек, если вы пока не знаете его в лицо, но он где-то очень-очень рядом. И это ваше настоящее. Что бы там ни было. Возможно, у вас в настоящем какой-то долгоиграющий, пунктирный роман с разлуками. Вы недовольны. А четверка жезлов говорит, нет, это и есть счастье. Ожидание праздника, ожидание встречи, ожидание счастливого будущего – это и есть для вас веселье и везение в любви. То есть карта спешит раскрыть вам глаза на многие радости, на многие блага, которые вы имеете в любви сейчас. И, возможно, не видите и не оцениваете, не замечаете. Но откуда это взялось? Вот недавнее прошлое. Восьмерка Пентаклей. Серьезные намерения карта называется. Серьезные намерения. Ваши серьезные намерения вашего избранника. То есть очень понятно, что история завязалась надолго. Ну, конечно, если вы этого захотите. А еще восьмерка Пентаклей говорит, что вы правильно себя ведете в текущей любовной истории или в браке, и вы очень хорошо по-взрослому вкладываетесь в эти отношения. Можно сказать, что вы вашу нынешнюю скорую свадьбу или счастливую любовь вырастили, как волшебный сад. Однако будущее для ваших любовных историй может быть достаточно интригующим, потому что это королева мечей вам достается. Ну, королева мечей, наверное, все знают, что это та самая пиковая дама, злодейка, разлучница. И это хорошая новость. Если вы сейчас одиноки и страдаете от этого, понятно, что одиночество ваше прекратится. Почему? А потому что откуда же у вас возьмется разлучница, пока вы ни с кем не встречаетесь? Поэтому, может быть, появление этой женщины даже и лучше как-то поприветствовать. Королева мечей – это образ, как правило, да, одной конкретной женщины, с которой вы оспориваете место в сердце такого же одного конкретного мужчины. Вас может ожидать новое романтическое знакомство, ну, в самом худшем случае, с занятым человеком. С человеком, который, ну, например, уже с какой-то девушкой встречается, просто пока не остановил свой
выбор. И, наверное, худшее в том, что если королева мечей появляется в раскладе, это значит, что вы, о ней узнаете, и, б, она узнает о вас. То есть не исключены какие-то разговоры в этой связи, в связи с образовавшимся, например, любовным треугольником. Иногда соперница-разлучница и вот эта королева мечей образ достаточно воображаемый. И тогда карта это только лишь обращает внимание на вашу ревнивость, черту характера такую. То есть вполне возможно, что роман-то у вас есть и будет впереди счастливый, безупречный, но вам всегда кажется, что возможны другие варианты, возможны измены или интерес, внимание вашего мужчины к другим женщинам. Это может быть, да, очень воображаемый, совершенно нереальный образ, который не имеет ничего общего с материальным миром. Ревность, переживание соперничества и переживание ревности. Вот что карты вам обещают. Кстати, посмотрите, что в одном раскладе, хоть и на разные темы, но вам выпадают разные карты про соперничество. Раз, два, отчасти три и вот это вот 4. Похоже, что первый вариант у нас выбрали люди очень самолюбивые и любящие быть первыми и любящие находиться в конкурентной среде, потому что это нужен особый характер для того, чтобы оказываться в водовороте различных конкурсов, соревнований, сравнений и так далее. Угадала я? Про вас говорю. И далее ваши домашние дела семейные, наша стандартная схема тоже. Раз, два и 3 семейные дела, дом, недвижимость, квартира. Сейчас удача, вы победили. Достроили дом мечты, выплатили наконец ипотеку, въехали в новостройку, купили квартиру, о которой давно мечтали, или наконец-то кухонный гарнитур поменяли. 6 жезлов, карта победителей. То есть в домашних семейных делах вы ощущаете себя буквально вот на троне. Все удалось и все получилось. Эта карта может быть и не про материальные достижения, а про какие-то, ну, скажем, духовно-нравственные завоевания. Вполне возможно, что вы в недавнем прошлом завершили строительство как раз-таки семьи, создание семьи, строительство продуктивных отношений, правильных отношений с вашим партнером. И теперь страшно гордитесь собой. Вот я вышла замуж, вот у нас теперь дом, полная чаша, вот и так далее. Ну что ж, вот отличное настроение. Кстати, вот снова карта очень конкурентная, потому что победитель это кто? Тот, кто с кем-то соревновался, правда? Видите, да? Вы победили. Много на данный момент у вас очевидных побед, таким, которым даже многие аплодируют. И впереди, в будущем, в этом году, тоже поле для конкуренции, для конкурсной борьбы очень-очень большое. Видите, какой настроенческий расклад очевидный, да. Абсолютно нет, ну, каких-то слишком уж чувственных карт. Вечный бой, покой нам только снится, девиз вашего года. Недавнее прошлое, почему вам сейчас так хорошо, почему вы так с собой довольны? Потому что вы проявили какую-то невероятную, неземную, космическую мудрость в трудных жизненных ситуациях, а возможно, вам просто помогла такая же мудрая женщина, родственница старше вас. И будущее ваших домашних семейных дел, карта фигурная. То есть обратите внимание сразу на человека. Это вот буквально человек, король кубков, его портрет. Прежде всего, он может быть действительно водной персоной. Водный персонаж, мужчина, который родился под водным солнцем. Рак, скорпион,
или рыбы. Также его гороскоп может быть насыщен водой внутри. Но кто он? Мужчина средних лет, не старый и не молодой, достаточно мягкий по характеру, достаточно привлекательный внешне. Он может быть очень разным социальным. Он может быть богатым или не очень. Он может иметь власть и должность, а может совершенно не иметь ее и относиться к категории свободных художников. Самое главное, что это любящий мужчина. И любящий, и любимый. Романтически настроенный герой. Вот ваша семейная жизнь. Если, судя по предыдущим картам, вы действительно недавно удачно и счастливо вышли замуж, то король кубков – это, конечно, портрет вашего мужа, который будет вам непрерывно эту любовь доказывать, демонстрировать, что-то там дарить, возможно, и стихи напишет. А если вы одиноки, но планируете личную жизнь, соответственно, вот этот вот романтический герой, привлекательный, но неоднозначный, в вашей жизни должен появиться. И появится он не где-то далеко. Это, знаете, не король кубков, это никогда не друг по переписке в данном месте расклада. Это мужчина, с которым вы живете вместе. Делите быт, имеете общий бюджет и радуйтесь обществу друг друга. Вот такой год нарисовали вам карты. А я вас благодарю за просмотр. Желаю всего наилучшего. Увидимся. В колоде 100 карт, поэтому не пугайтесь, если вам выпадут две одинаковые. Здесь два набора старших арканов. Этим эта колода и интересна. Более того, вы заметили, что я карты еще и переворачиваю. По правилам искусства положено гадать на прямых и перевернутых картах Таро. Для второго варианта мы этой схемы как раз будем где-то придерживаться, но не обязательно. На усмотрение, на ваше усмотрение. Итак, работа, профессиональные дела для вас, друзья. Пожалуйста. Прошлое, настоящее, будущее. Мы оцениваем 3 позиции. Прошлое, настоящее, будущее здесь. Настоящее ваше. Да вы карьерный везунчик. 8 жезлов, везучая карта. Она говорит о том, что вот сейчас вы буквально в какой-то блестящей своей рабочей карьерной полосе. Легко находите новую работу, какую хотите. Легко справляетесь с профессиональными задачами, легко растете карьерно, легко завязываете необходимые контакты и связи, получаете самые завидные проекты на работе и самые завидные командировки. Возможно, вас даже продвигают по общественной линии как-то. Вы рады, довольны, скорее всего, это свое везение осознаете и планируете так держать, продолжать. Карта приподнятое настроение описывает. В общем, в какой бы фазе своей профессиональной или в бизнесе вы ни находились, вы ощущаете, что все очень быстро двигается, развивается и все двигается к лучшему. Очень многому в своих профессиональных делах вы сейчас рады. Впрочем, это 8 жезлов и советует вам ловить удачу. Если вы сейчас немножко, скажем, расслабились, то надо поторопиться. Все, что вам сейчас предлагает судьба, это все везение, удача, это все нужно. Хватайте шансы, раскрывайте карманы и ловите 2 руками все, что сейчас, какие валятся на вас карьерные возможности. То есть на новую работу соглашайтесь, на новую должность соглашайтесь, командировки поезжайте, ну и так далее. В прошлом в теме работы вам достается король жезлов, но перевернутый. Если король жезлов – это карта карьерная и описывает, опять же, человека, который помогает, который вас продвигает в карьере, который
куда-то в очень правильные места вас зовет. Перевернутый король жезлов скорее говорит, что прошлое, в недавнем прошлом, ваши профессиональные проекты или бизнес-проекты почему-то не двигались, и люди нужные не находились, и сил у вас собственных не было, ну и какой-то хорошей, правильной работы под руку не попалась. Хорошо, что ситуация вот сейчас поменялась или начинает меняться. А дальше, вот оно, будущее. Мы гадаем на год. Наше гадание в пределах года. Ваше профессиональное будущее в этом году. Король мечей. Безусловно, это просто начальник. Король мечей – это портрет начальника в колоде Таро, то есть это человек, облеченный властью. И вот здесь мы можем пойти двумя путями. С одной стороны, начальник здесь – это вот ваш непосредственный начальник. Карта указывает на умного, деятельного, решительного человека. А самое главное, он имеет какую-то большую, серьезную власть в отношении вас. То есть он может распорядиться о новой должности для вас, о новом месте для вас. И тогда карта это привлекает ваше внимание как раз вот к этому человеку, к этому начальнику. Она говорит: смотрите, если хотите, чтобы на работе все было хорошо, дружите с начальником. Вот буквально это человек, у которого в руках здесь меч, ну, некая волшебная палочка, способная воплотить любые ваши карьерные мечты. Но кроме того, король мечей – это начальник, это, возможно, и ваш портрет. И тогда колода напрямую вам обещает новую начальственную должность. Попробуйте, начните дерзать и писать заявление, и стараться для этого уже теперь. Тем более, что карты говорят, что вы в каком-то везучем настроении. Однако масть мечей – это еще и высокий интеллектуальный потенциал. Мечи – это самое умное, продвинутое и именно интеллектуально заряженная масть в Таро. И король мечей часто указывает на научную карьеру или на необходимость каких-то специальных, довольно сложных знаний для вас, для того, чтобы вырасти в профессии или в бизнесе. Если речь действительно идет о бизнесе и вы спрашиваете, чем вам заниматься, то король мечей – это инновационные, сложные, какие-то многоступенчатые, многоходовые схемы бизнеса. То есть это разные, очень современный, максимально современный бизнес. Знаете, что-то такое недопотопное. Часто что-то нематериальное. Бизнес, связанный с информацией или изображением, картинками. В любом случае, ваша работа, ваша карьера, ваш бизнес продвигаются, вот знаете, как умно, за счет интеллекта, за счет каких-то экстраординарных, очень умных и рискованных решений. И это советы карт. Далее деньги. Как вы будете поживать с вашим бюджетом в это время? Ваш бюджет. Деньги раз, деньги два. И деньги 3. Деньги есть, нет, деньги были, правильнее так сказать, да? Деньги есть. Вам здесь достается очень ресурсная такая жирненькая карта сила, старший аркан. И по этой карте всего много, в том числе и много денег. То есть у вас сейчас денег-то много. Это могут быть уже ваши реальные деньги, лежащие на банковском счете, а могут быть деньги, знаете, потенциально. Вот карта сила иногда в разных вопросах описывает именно потенциал, до которого мы еще не дотянулись. Некая кубышка, которую мы не решились открыть. Поэтому вот эта карта силы может описывать для вас наличие в
каком-то ближайшем радиусе, например, заемных средств. Даже если у вас нет больших денег, например, для инвестиций в собственный бизнес, то вы можете их очень легко где-то попросить, где-то есть набор людей или организаций, которые с удовольствием вам судят эти деньги. Но самое главное, что эта карта говорит, что деньги есть. И это большой, мне кажется, очень позитивный такой призыв. Даже денег настолько много, что с ними надо что-то делать. Понимаете, да? И карты могут многоходовые схемы вам предлагать. Например, если есть возможность сейчас выгодно по маленькой ставке взять какой-то кредит, например, ипотеку, да, пожалуйста, сделайте это, потому что это буквально в ближайшем будущем, в течение года окажется для вас чрезвычайно выгодно, потому что купленная, даже ненужная вам квартира на стадии котлована достроится и страшно вырастет в цене. То есть есть о чем подумать. Всегда, когда карта сила попадает на деньги, есть о чем подумать. То есть у вас вот так много денежных возможностей, что вы просто обязаны ими распоряжаться. Не нужно экономить, не нужно сидеть сложа руки. Это деньги, которые, денежные ресурсы, которые именно требуют приложения. А вот то, что карта вам выпала перевернутая, как раз-таки и указывает на то, что деньги, скорее всего, расходуются неправильно, не по целевому назначению, а может быть вообще не расходуются. Перевернутая карта сила – это те самые закрома, запасы, сбережения, которые лежат без движения и обесценивается за счет инфляции, за счет колебаний валютных курсов, вот и так далее. Ну, 100 раз есть о чем подумать. В чем-то вы сильно не правы в отношении своих денег. Прошлое прекрасное, солнце. Просто денежное счастье было недавно. Получили вы деньги откуда-то, может быть, вам их подарили, может быть, открылось какое-то наследство. Солнце и сила похожие карты, они очень ресурсные. То есть наличие денег у вас сейчас и денежных возможностей очень объяснимо, если мы посмотрим в недавнее прошлое. А действительно счастье, какой-то денежной энергией мир вас обогрел, и было это очень ясно, честно, правильно. Ну что ж, поздравляю, некоторым бывает, что так и везет. Денежное будущее в этом году. Вот оно будущее. Семерка жезлов. Не являясь плохой картой в колоде Таро, сама по себе эта карта говорит, что все-таки о деньгах вам придется хлопотать. Хлопотать. Не то, чтобы их мало, не то, чтобы вам не хватало. Так, наоборот, тут получается, что у вас их слишком много, и вы не знаете, куда их девать, куда их деть, как правильно распорядиться. А денежные хлопоты. Карта это называется доблесть. То есть в каком-то смысле на тему денег, на тему денежного распоряжения, ну, заработков, может быть, на тему расходов, вам придется вот прям стараться в каком-то смысле принимать на себя определенный бой. Самое главное, карта – это конкуренция. Почему-то, конкуренция в том числе здесь идет. То есть почему-то вот в денежных делах, вопросах вы будете конкурировать с людьми, с кем-то спорить, стараться кого-то опередить. Естественно, для бизнесменов эта ситуация очень понятная, но, в общем, она, наверное, для всех тоже понятная. Главное назначение этой карты – это лозунг, это призыв для вас: не останавливайтесь, боритесь. И сейчас лучше любые действия, чем никаких. На тему денег от вас судьба и время ждут любых действий, пусть даже пустые хлопоты, пусть даже какие-то ошибочные решения, но все равно это будет лучше, чем ничего, чем если вы ничего не сделаете, просидите. Тогда вот эти ваши деньги, которые есть сейчас в наличности, просто уйдут в никуда, иссякнут. Очень выразительная, по-моему, история. Дальше любовь. 3 карты. Любовь, личная жизнь. 1, 2,
Три старших аркана. И посмотрите, где-то мы наблюдали 3 старших аркана? Нет. Здесь не было в первом. Ну, здесь 2. А здесь аж целых 3. Видите, как темы, сегменты жизни идут по нарастающей. То есть тема любви и обустройства любви и личной жизни, можно сказать, ключевая, какая-то очень важная, ответственная для вас будет в этом году. Почему будет? Она является таковой сейчас. Смотрите, в настоящем у вас есть император. Император – это портрет мужчины. Мужчины очень-очень значимого в вашей жизни. Мужчина с большой буквы М. Хороший он по разным параметрам. Он может быть красивым и богатым, умным и щедрым, смелым и благородным, но это все не важно, потому что император в этом гадании это понятие очень субъективное. Самое главное, что этот мужчина достаточно хорош для вас, и он где-то есть рядом с вами. Хорошо, если вы это уже осознали и успели замуж за него выйти, и успели с ним, ну, как минимум, познакомиться и подружиться. Но император может описывать и какую-то непонятную пока, сокрытую, несколько от этого сакральную фигуру некого мужчины, с которым у вас пока не складываются отношения. Вы его знаете, он рядом. Вот это самое главное. Он рядом. Вам не нужно на край света ехать, не нужно принципиально свою жизнь менять, чтобы этого человека встретить. Он прямо вот тут где-то находится. Наверное, для многих это задача его увидеть и как-то разгадать. Может быть, вы пока не вместе, только лишь переписываетесь в интернете. Может быть, вы пока не понимаете, дружба у вас, приятельские отношения или наклевывается любовь с этим человеком. Ну вот разберитесь, пожалуйста, потому что карта император действительно всегда в гаданиях на настоящее, всегда советует присмотреться к какому-то человеку, и не пренебрегать его чувствами, не пренебрегать его вниманием, и да и своими чувствами, потому что этот мужчина лучший на данном отрезке жизни для вас. И второго подобного долго не будет, не хочу вас пугать. И вот карта эта перевернутая вам выпадает, император. Ну не будем мы здесь придираться, конечно, к портрету этого мужчины, хотя можем и придраться. Император перевернутый. Это может быть, знаете, портрет мужчины, который хорош для вас и подходящий для вас только в вашем воображении. То есть, может быть, он не такой уж и герой вашего романа, но он вам кажется таким, потому что есть какие-то идеализации. Я думаю, с этим вы разберетесь сами. Самое главное, перевернутая карта императора здесь говорит, что история отношений с данным мужчиной у вас сейчас какая-то неправильная. Вот неправильная. Может быть, вы несправедливо на него обиделись, может быть, обидели его самого, может, напрасно его избегаете, может быть, как это часто девочки делают, придумываете проблемы в отношениях на ровном месте. В общем, разбираться. Из хорошего только то, что мужчина мечты где-то есть, и вы о нем уже знаете. В прошлом ваша любовная история в целом, именно ваша, то есть любовная, романтическая часть вашей судьбы вышла в очень правильное русло, на очень правильные рельсы. Это карта умеренность. Она обозначает здесь начало пути. Часто это очень правильное, эффективное, нужное, счастливое знакомство. Знакомство, в котором звезды свели вас с правильным человеком. Для чего? Ну не просто так, не на 3 же дня, а для того, чтобы вы очень правильный, а самое главное, очень-очень продолжительный путь прошли вместе. То есть счастье, оглянитесь на недавнее прошлое. С вами нечто очень-очень счастливое в любви случилось. Оцените это, не пренебрегайте и не сомневайтесь в том, что это было правильное начало. Но будущее, карта суд.
будущее, на этот год. Но карта суд, знаете, вот в таком гадании, конечно, максимально многогранным. Суд – это официальная версия, да? Это наступление определенного события, про которое известно, что оно обязательно должно случиться, но неизвестно когда. И эта карта отсылка к вот вашим ожиданиям, чего вы ждете для себя в личной жизни. Что именно для вас сравнимо по значимости с сценой страшного суда, как бы судный день, да, приходит судный день, ну для кого-то свадьба судный день, для кого-то может быть примирение после долгой разлуки, для кого-то это объяснение, откровенное, серьезное такое вот объяснение в чувствах, пусть даже немножко какое-то вот такое вот конфликтное. Конечно, в любовной жизни, в отношениях вас ждут именно перемены, неожиданная, но вот неожиданная и одновременно долгожданная новость. Как правило, хорошее – это признание в любви, это предложение быть вместе от любимого человека или предложение о браке. Это нечто, что совершенно меняет вашу судьбу и совершенно меняет вашу реальность. К сожалению, перевернутая карта суд, значение-то она не меняет. Но часто говорит, что вот исполнение этого самого вашего главного желания в любви придется ждать долго, дольше, чем вы хотели бы ждать, но похоже, что вы сами в этом виноваты. Далее семейные дела и домашняя жизнь для вас. Раз, два, три. Тоже достаточно крупная карта, и тема, значит, неоднозначна. Что-то в вашем доме меняется. Карта башни разрушительная. Говорит о том, что в домашних, жилищных или семейных делах определенный этап жизни у вас закончен. Сейчас происходят перемены. Башня – это дом, башня – это смена дома, то есть разрушается, скажем, привычный порядок жизни, потому что вы переезжаете, вы меняете дом, ну, в самом минимальном проявлении, наверное, ломаете в квартире какую-то стену не несущую и делаете перепланировку. И карта, ну, видите, она самое непосредственное отношение имеет к вопросам жилья, недвижимости. Она говорит про разные строения, про разные стены. Самое драматичное, что может быть, это разрушение дома. Например, когда вам необходимо разменять квартиру, чтобы с кем-то разъехаться, или когда у вас не складываются документы, вы имеете какие-то юридические проблемы с домом, с квартирой. Вот обратите внимание, это в вашем настоящем что-то разрушается. Совет башни: не пытайтесь ничего спасать, все уйдет, придет лучшее. В прошлом очень хороший финансовый бюджетный статус для семьи король Пентаклей описывает, то есть в общем достаточно правильное прошлое, помощь от человека, очень взвешенные взрослые решения на тему семьи, недвижимости, все правильно. Ну а что же впереди? И вот здесь все не так просто. Гадаем мы на семью и на дом. А вот здесь выпадает карта, представьте, вам на год, очень нематериальная. Это карта жрица. И она всегда не про бюджет, она всегда не про деньги и не про вот эти вот наши земные любимые страсти. Квартирки, домики, креслица и прочее. Карта жрица – это символ мудрой женщины, мудрой матери, которая не меряет семейные вопросы какими-то материальными категориями, деньгами. Карта, возможно, говорит, что в настоящих семейных проблемах вот как раз-таки деньги вам не помогут. Вам поможет только правильное отношение к жизни и к людям. Вам помогут такие бестелесные категории, как совесть,
мудрость, сострадательность, умение молчать, умение отказаться от своих интересов. Кстати, да, карта жрица часто описывает именно отказ от материального в доме, в семье. То есть по ней идет как аскеза какая-то большая, так и щедрость. То есть, возможно, вам придется, даже совет такой карты, ну, не мерить все дома в семейных делах именно деньгами. Иногда душевный покой, спокойный сон намного ценнее, чем однушка какая-то, которую вы у родственников отсудили. Карта перевернута, поэтому говорит, что есть очень большой риск все-таки не мудро, не открыто вести себя в семейных делах. И придется сознательно балансировать, учиться этому, учиться понимать, учиться отказываться от своей воли, принимать мнение других людей, принимать, в конце концов, невестку новую, которую сын привел в дом, и которая может вам пока не нравиться, как нам не нравятся все новые люди. Поэтому вот такая вот карта, она как-то связана с материнством, но скорее материнство состоявшееся. То есть это ваши отношения с детьми, которые полностью выходят из-под вашего контроля, с одной стороны, а с другой, если вы будете много об этом думать, молиться, молчать, перестаньте командовать, то вполне возможно, что вот как раз образ взрослой, мудрой, уважаемой матери станет таким доступным для вас. Опять же, карта переворачивается, то есть это все воплощать будет очень сложно, вот эти вот советы. А также карта жрицы, это еще и портрет старшей женщины в семье. Обратите внимание на ее нужды, на ее интересы. Ну что ж, вот такой содержательный и интересный расклад и год для вас получился. Я благодарю вас за просмотр. Желаю всего наилучшего. Увидимся. Да, крещенский вечер есть крещенский вечер. Гадание бомба у нас получается. Карты очень откровенные и очень цельные жизненные истории описывают. А мы добрались до третьего варианта. Я благодарю вас за то, что выбрали мои любимые карты Таро «Кошачий глаз». Здесь каждая жизненная ситуация с участием котиков изображена. Ну что ж, узнаем про прошлое, настоящее и будущее в нашей жизни в этом наступившем чудесном году. Сначала про работу, друзья мои. Работа, профессия, профессиональные успехи, ну или неуспехи, кому что достанется. Кому что достанется. Ах, про работу спросили, а карты про работу нам как раз не выпали. Потому что центральная карта – это настоящая восьмерка мечей. Ну, так себе скажу я вам. Восьмерка мечей говорит, что в работе, в профессии, в бизнесе, в конце концов, вы что-то делаете, чего не хотите. И, наверное, много. Но это может быть глобальная проблема. То есть вы даже и профессию не по сердцу выбрали, и продолжаете работать на нелюбимой работе, чем-то занимаетесь из-под палки. А может быть, проблемы точечные, мелкие, может быть, просто начальство сменилось недавно и заставляет вас делать какие-то мерзкие вещи на работе, которые вы делать не хотите. По крайней мере, восьмерка мечей в гадании на настоящее рекомендует вам очень срочно избавляться от того, что вам не нравится, что вы делаете через «не могу» или «не хочу», или от того, что противоречит вашему выбору свободному или вашим жизненным принципам, установкам. Все остальное может быть достаточно хорошо, но есть давление, есть несвобода, есть некие путы, которые не дают вам творчески и карьерно, и профессионально взлетать. Недавнее прошлое. Ну, знаете, вот эту вышеописанную несвободу, может быть, и потерпеть какое-то время, потому что, в общем-то, есть
успех. В недавнем прошлом, ведь туз мечей описывает для вас какой-то шанс профессиональный, карьерный какой-то шанс, который с определенным риском и спешно вы приняли. То есть вы приняли некий вызов, приглашение, предложение. И риск, понравится или не понравится, приживете или не приживетесь, был заложен заранее. И вы осознанно на этот риск шли. Так, например, вот с тузом мечей вы выходите на новую работу в сомнениях, насколько она вам подходит, насколько правильно вас там примут, насколько в вашей жизни вообще есть время для того, чтобы ходить на работу. В общем, много-много, знаете, таких рисков, сомнений, но вы тем не менее решаетесь. Правильно сделали, что решили. Туз мечей, это, знаете, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Ну, сделали, теперь уж не жалейте. Есть явный дискомфорт в работе, профессии. Хотя, знаете, иногда я думаю, что вот эта несвобода ощущается нами немножко гипертрофировано, чересчур, просто мы себе придумываем. Может быть, вы просто не привыкли к графику, например, на новой работе, да даже и на старой. Может быть, вы неправильно распределяете силы, ресурсы, внимание. И сработать-то все хорошо, и на своем месте вы, и карьерные перспективы у вас есть. Но вам просто нужно чуточку организоваться, чуточку местами изменить свой взгляд на некоторые вопросы, например, в общении или в профессиональных целях. Поэтому, ну вот как бы мы начали здесь с мечей. Мечи – это острая масть, высокоинтеллектуальная. И карты говорят, конечно, что ваша нынешняя работа дает хорошую нагрузку для ваших мозгов, и это прекрасно. И, соответственно, и проблемы с работой сейчас можно и нужно решать мозговым штурмом, то есть исхитриться. Если что-то не нравится, нужно вот подумать и схитриться. Будущее в этом году в работе. Ох, карта какая нерабочая, посмотрите, какой чудесный котик, да? Глядя на него, не хочется идти на работу или что-то делать, да? Потому что вот он всем своим видом говорит, если вы работаете, значит не работаете. Король кубков в целом это фигурная карта, портрет мужчины. Обратите внимание на вашей работе или в своей профессиональной деятельности, в бизнесе на некоего мужчину. Мужчина не просто какой-то абы какой, а он к вам с чувствами. Это в буквальном смысле может быть влюбленный в вас начальник, может быть какой-то новый коллега с большим романтическим интересом к вам, а может быть, в конце концов, и ваш новый муж, с которым вы будете сотрудничать, работать, и у вас будет совместный какой-то семейный бизнес. В общем, действуйте в паре с этим человеком, у него есть желание вам помогать. Не факт, что есть возможности, потому что он какой-то здесь, ну, не начальник, скажем, не покровитель и не спонсор, но есть желание помогать. Это человек, к которому вы всегда можете обратиться за советом, за помощью, за какой-то просто вот поддержкой. А в большинстве же случаев король кубков обещает вам на работе или в связи с работой любовь, роман, романтические отношения, служебный роман. Ну что ж, с таким хорошеньким котиком можно решиться и на роман. В целом же должна сказать, что, конечно, кубки, даже крупные, даже такие добрые, щедрые, в гаданиях на работу ничего цельного, ясного не обещают. Вот и мы с картами не говорим, что это карьерный успех, карьерный рост или какая-то необыкновенная космическая самореализация. Ничего этого. Мы даже про деньги вам не говорим, которые вы зарабатываете. Кто их знает, будут они или нет. Скорее, король кубков говорит, что именно через работу, через профессию, через бизнес есть шанс устроить личную жизнь, что, в общем, тоже, я считаю, иногда и неплохо, а иногда даже и лучше, чем все остальное. Далее непосредственно про деньги. Как-то вот, знаете, работа вот именно с деньгами у вас выходит не сильно связанная. Может быть, это и хорошо, если все заранее решено, если у вас уже очень предсказуемые доходы,
что вы на эту тему не переживаете. Ну, все знаете. Такая работа, которая гарантированный доход, удовлетворяющий, удовлетворительный приносит. Так зачем же и придираться, зачем Бога гневить, правда? Дальше деньги. Непосредственно про деньги вопрос. Финансовая ваша жизнь. Раз. Два. Ой. Три. Опять король. Видите, вот в будущем, будущие годы, там мы приходим к портрету мужчины, король. И здесь на будущее ведь опять король. Другой ли этот же самый? Ну, посмотрим. В настоящем. Ваше настоящее, финансовое, денежное, очень интересная, содержательная. Карта повешенной вам достается. Она про, опять же, не свободу, обязательства и невозможность изменить текущее положение дел, текущее положение вещей. Вот эти путы, которые вас держат в деньгах, ну, то есть, понятно, большая денежная несвобода, вероятно, не вчера возникли, не вчера родились. И посмотрите, у вас здесь, в настоящем, в работе не свобода. Видите, восьмерка мечей. И ее, это карта реплика старшего аркана, именно вот этого, то есть и в деньгах не свобода. Подумайте, вы действительно в делах, в деньгах много делаете, чего не хотите. Много делаете. Опять же, может быть, глобально. А может быть, это страдание, скажем, текущего дня. Но тем не менее, это не свобода, от которой местами нужно освобождаться. А вот карта повешенной часто говорит как раз о том, что чему быть, того не миновать. И то, что вы сейчас не можете распоряжаться своими деньгами и доходами, расходами, как-то не властвуете ими. Может быть, это для вас сейчас и хорошо, может, и надо потерпеть, крестик-то свой понести. То есть карта повешенная – это часто набор расходов больших, тяжелых, необходимых, от которых избавиться ну никак нельзя. Это, знаете, вот когда вы одновременно выплачиваете ипотеку большую, а двое детей у вас больших учатся на платном в двух разных университетах, кредит за машину выплачиваете, ну и еще и, например, в это время там, живете в съемном доме и платите большую арендную плату. Ни от чего нельзя отказаться, правда? Нельзя же вычеркнуть ни одну статью расходов. Все равно этот крест придется нести. Карта это выдает вас взрослого человека. Вот хотите вы это или нет, но то, что вы так много везде всем как бы должны, это значит, что вы состоялись как финансовая зрелая личность. Потому что ну, у кого нет, вот, что называется, долгов, да, таких, или больших расходов. Ну, у студентов только, наверное, у подростков, у детей. Вот. Такая взрослая денежная жизнь, деваться некуда. Карта не пессимистичная как раз. Она говорит, что вы хорошо живете, просто как-то безрадостно. В недавнем прошлом денежный кризис наблюдался у вас, видите, десятка мечей. И как хорошо художник здесь слово «кризис» передал на этой иллюстрации, да, хаос, беспорядок, вот эти голодные кошки, какой-то мусор. Очень большая была запутанность в денежных делах. И какой-то крупный резкий стресс пришлось пережить в деньгах. Знаете, возможно, вам просто не хватало конкретной разовой крупной денежной суммы на что-то жизненно важное, и вы успели испугаться и сильно переживали. А потом, конечно, эти деньги, как всегда с деньгами бывает, нашлись, и, в общем-то, все восстановилось, и все свои проблемы эти вы закрыли, нужные покупки совершили и так далее. То есть, ну, я не могу сказать, что это очень веселые, легкие карты на деньги вам выпадают. Немножко нас от денег масть уводит, да, потому что, видите, мечи. Кстати, посмотрите, что вам в первой теме 2 карты мечей выпали. Здесь 2 карты мечей. Не спешите расстраиваться. Мечи – это действительно
кризисы, конфликты, потери и страшные переживания. Но еще мечи – это большой интеллектуальный потенциал. То есть вот все, что умное, современное, изощренное, многоходовое, интеллектуально содержательное – это все масть мечей. То есть видите, какой сделаем вывод? По крайней мере, хотите вы того или нет, но в теме работы, бизнеса, профессии вас этот год сделает умнее, заставит поумнеть, заставит. Ну, такой личностный рост. Через отрицание. Король мечей у вас появляется в теме денег. Образно говоря, да, это начальник. Вот в колоде Таро мужчина властный, с которым не нужно спорить. Начальник, например, буквально ваш начальник на работе, от которого зависит, поднимут вам зарплату или нет, станете вы лучше жить или нет. Тогда карта советует с этим человеком не спорить, дружить, стараться ему нравиться, заручиться поддержкой какого-то влиятельного лица. Для бизнесменов начальника заменяют разные инспекторы и ревизоры, надзирающих, контролирующих инспекций. То есть для вас такой совет. Заручитесь покровительством плохому не надо учить, но все-таки пониманием, найдите понимание у каких-то людей, которые вас, там, не знаю, проверяют и указывают, как вам бизнес делать. В общем, понимаете, да? Власть со стороны, власть извне, необходимость подчиняться законам, обстоятельствам. Король мечей – это часто не один конкретный человек, а это некий собирательный образ власти вообще. То есть если конкретно ваши статьи доходов касаются, любой статьи доходов касаются какие-то законы, подзаконный акт. То есть вы можете просто законы получить определенные, опять же, в духе времени. Это могут быть и дополнительные санкции, связанные с вашими конкретными деньгами, а может не с вашими, а просто в целом деньгами и делами отрасли. В общем, власть, подчинение, необходимость лавировать между собственными интересами и интересами начальника или начальника глобального государства. Карта тоже взрослая, очень дисциплинирующая. Обещает она деньги. Ну, может быть, и в прямом смысле нет, но и не исключает. По крайней мере, это не бедность, это не дефицит. А еще вот этот вот начальник мечей, это можете быть вы, может быть, ваш портрет. В некоторых случаях это совет для вас, чтобы больше зарабатывать. Постарайтесь занять какую-то более высокую должность. Постарайтесь стать начальником или просто постарайтесь найти людей, которыми сможете командовать или которые без разговоров станут вам подчиняться. Давайте я все-таки достану сюда еще одну карту, поясняющую тоже вот на будущее, чтобы, ну, может быть, какой-то намек более денежный мелькнет. Не хочется вас оставлять в сомнениях, разочарованиях, конечно, да. По блату. Семерка кубков. Семерка кубков, множественный или ложный выбор, так эта карта называется. В общем, спокойная. Скорее всего, как раз у вас в этом году денег будет достаточно, по крайней мере, достаточно для того, чтобы вы мечтали, предавались иллюзиям, может быть, рассматривали разные варианты, на что вам эти деньги потратить, куда их вложить. А семерка кубков – это неясность, некая неясность, знаете, пути. Это, знаете, некий перекресток, где дорога не раздваивается, а делится буквально на 7, разделяется на 7. И вы не знаете. Карта может быть, знаете, такая неприятная, особенно если вы давно в такой ситуации, если вы чувствуете в себе потенциал, что можете много зарабатывать, но никак на нужную дорогу не свернете, именно потому, что у вас очень большой выбор. Вы и хлеб печь хотите, и горшки обжигать, и яблоки садить, и дома строить, и так далее. Понимаете, да? То есть вот семерка кубков – это
ну, какая-то зыбкость вашего финансового пути, очень неясные очертания финансовых целей. Поэтому, может быть, и лучше, чтобы над вами был начальник, какой-то командующий человек, который лучше знает, что вам надо и как вас привести к финансовым вершинам. Не самые денежные карты, но и не самые плохие. А советы мы вам рассказали. Далее любовь. Точно так же. Настоящее, прошлое, будущее. Мечи есть на самом деле. В любви. Значит, про любовь. Во-первых, сразу персонаж, рыцарь кубков для вас. Посмотрите, какой красивый этот рыцарь кубков. Карта фигурная портретная, обозначает она мужчину, молодого человека с романтическим интересом. Хлоп, все, есть. Капкан захлопнулся. То есть любовь есть, по крайней мере, есть какой-то романтический такой вот герой. А вы теперь уж сами думаете, знаете вы этого героя или нет. Может быть, вы успели недавно уже за него замуж выйти, а может и давно. А может быть, вы только встречаетесь и ждете признания в любви. А может быть, вы только подозреваете какого-то там коллегу, соседа, знакомого в этих самых романтических чувствах. Самое главное, о чем сообщает вам рыцарь мечей, это о том, что высокий романтический потенциал. Сейчас в вашей груди активно бьется эта самая любовь кому-то. И любовь это взаимная. Есть человек, который ее очень сильно разделяет. Кубки масть очень зыбкая. Здесь ничего мы пока не видим. Ни серьезностей намерений, ни возможностей для будущего романа. Это только влюбленность. Вчера, сегодня или чуть-чуть завтра для карт понятие настоящее, оно вот именно такое. В вашей любви, в вашей жизни, простите, в активной фазе то, что называется любовь. Может быть, вы даже сейчас, когда смотрите это мое гадание, только что вернулись с романтического свидания, а в дополнительной вкладке на вашем компьютере у вас открыта какая-то любовная переписка с новым знакомым из интернета, с сайта знакомств. В общем, вы в любви. Зачем эта карта здесь появилась? Ну вот, чтобы вас убедить, успокоить. Если вы сомневаетесь, например, любит, не любит. На вопрос любит, не любит, рыцарь кубков отвечает, ну да, конечно, любит. Что за вопрос? Так, это настоящее. Теперь, конечно, прошлое. В прошлом состоялась у вас какая-то конкурентная победа, пятерка жезлов. Вот в конкурентной борьбе за любовь. Ну, не будем скрывать, да, правду. Любовь – дело очень-очень конкурентное. Мы выбираем, нас выбирают, и всегда это результат какого-то конкурсного отбора. И вот совсем недавно вам за любовь приходилось спорить, не конфликтовать открыто. Здесь нет измен, тайн, каких-то злобных интриг и происков, дьявольского искушения. Нет, ничего, довольно-таки такая понятная конкуренция за сердце, за внимание одного конкретного лица. Поссориться никто не успел, никто не пострадал, то есть при съемках этого фильма ни одно животное не пострадало. Но, тем не менее, это вот такой вот конкурентный выбор. Возможно, вы как раз в какой-то такой открытой, честной, интеллектуальной борьбе и любовь-то свою нашли. То есть из этого чувства, из этого конкурса, из этих споров выросли. Так часто на самом деле бывает. Тоже такой совет девушкам, кстати, спорьте конструктивно, конечно, с молодыми людьми, интеллектуально конструктивно. Это очень-очень сильно их цепляет. Будущее в любви. Ну вот не все так просто. Видите, что котик делает вот под кроватью? Он боится. Страх в его прекрасных синих глазках. Это девятка мечей, друзья. Карта истерик и совершенно надуманных, напрасных подозрений, страхов и даже отчаяния. Иногда отчаяние называют эту карту. Невозможность двигаться вперед, а в любви невозможность
какие-то ощутить, осязать какие-то реальные призы, какие-то реальные вещи, поступки и радости в любви. Проблема, конечно, в вас. То есть вы не решаетесь на полноценные отношения, вы отказываетесь от брака, вы отказываетесь, не идете на свидание. В общем, вы 100 раз запутываете самую простую, счастливую любовную историю. Ну что ж, 9 мечей однозначно вопрошающего отправляет прежде к психологу или психотерапевту. Разбирайтесь с вашими страхами, потому что подозревать вы можете чего угодно, и это не дает ходу любовным отношениям. Собственно, предсказания и совет карты, они здесь совпадают. 9 мечей. У вас есть в настоящий момент любящий человек рядом, по крайней мере, с интересом, влюбленный, так скажем, да? И все возможно впереди, если вы перестанете бояться. Но путь достаточно открытый, эта карта не говорит «нет». Она ни в коем случае не отменяет даже самые счастливые события в вашей жизни. Вот насколько перестанете бояться, настолько и будете счастливы в любви. Ох, какой это распространенный совет, как многим нам он нужен, как многим нам нужен хороший психотерапевт, которого не существует в природе. Теперь домашние семейные дела. Домашние семейные дела, то есть то, что у вас дома по месту жительства, в семье как бы происходит. Тоже прошлое, настоящее, будущее. Да. Так. Все очень-очень неплохо. По крайней мере, мечи отступают. Мой дом, моя крепость. Вот дом, семейные отношения, родственники. Вот это все будет местом, конечно, вот отдохновения для вас. Здесь уже вы ничего не боитесь. Здесь уже все вам понятно. Знаете, в какую сторону двигаться и что в этой жизни продолжать. В настоящий момент 3 жезлов. Продолжайте все, что есть. Вот, кстати, прислушайтесь. Вроде не крупная карта, вроде бы ничего особенного не описывает, но она ценная в любом гадании. 3 жезлов говорит, что у вас в домашних, жилищных, семейных делах все на своих местах. И вам надо все продолжать. То есть не надо переезжать, не нужно отказываться от планов, связанных там с недвижимостью, дорогами и так далее. Вернее, нужно. Почему нужно переезжать, если вы уже собрались переезжать? Вот продолжайте тему, это продолжение темы. Принятые до этого решения, они какие-то очень правильные, взрослые, достаточно хитрые, кстати. Но вы 100 раз правы. 3 жезлов открывают как будто новые горизонты. Открывается 2-е дыхание для вас, и вот вы уже с увлечением делаете ремонт или строите какой-то новый дом для себя. Очень много у вас в семейной жизни поводов для бодрости. И, пожалуйста, принципиально менять в семье и дома вам ничего не нужно. Держитесь в заданном русле, продолжайте то, что у вас есть. Это и отношений касается, это касается и семейного бюджета, и, в общем, прочих разных материальных и нематериальных вещей. Очень хорошая, бодренькая карта. Все сойдется, все будет хорошо. До этого, откуда вот это счастье взялось? До этого у вас, карта силы, у вас прибыли ресурсы откуда-то. Вот на занятия домом, на семейную жизнь прибыли ресурсы, прибыло. То есть у вас пришли деньги, например, чтобы бюджет был хороший, семейный. Восстановились отношения с родственниками. В конце концов создалась семья. Или вы с кем-то помирились, с кем-то удалось. Но часто, знаете, вот эта вот карта силы, это карта этих дипломатов. Она описывает переговоры. То есть вам совсем недавно удалось с кем-то о чем-то, максимально ловко договориться. И поэтому сейчас никаких проблем, закрытых путей на эту тему нету. Пожалуйста,
все продолжается в том же духе. И спокойная, на будущее очень спокойненькая такая, ну, тоже содержательная семерка пентаклей выпадает. Она советует не ждать золотые горы и не ждать, что называется, чудес больших в семейных, в домашних делах. Это вот карта предполагает добродетельный труд, спокойствие и ожидание. То есть домашние, в семейные дела, буквально в дом, в сад, огород или в строительство дома. Вы будете так и продолжать что-то вкладывать. Деньги, нервы, время, силы, разговоры. И пусть так оно и будет. Конечная ваша цель, связанная с семьей и домом, скорее всего, не будет достигнута в этом году. Семерка пентаклей настроенчески описывает досаду. То есть у вас будет место вот для этого чувства, что ах, не дотянули, ну, не достроили дом, так старались, например. Но это не повод складывать ручки или останавливаться. Продолжайте, работайте, и все идет по плану. То есть общий вывод какой про ваши семейные домашние дела, перемены или слом системы абсолютно не нужны вам. Продолжайте, может быть, не замахивайтесь на многое и умейте жить, умейте ценить. Вот семерка пентаклей, знаете, что еще говорит, что нам часто многим нужно. Умейте ценить не результат, но процесс. Ну что ж, друзья, вот такой выразительный год показали вам карты. Я вас благодарю за просмотр. Желаю всего наилучшего и увидимся. Таро Висконти и четвертый вариант моего гадания на прошлое, настоящее и будущее, на разные области вашей жизни. Я надеюсь, что вы на гадание успели настроиться и задали картам ваши личные, собственные, персональные вопросы. Вот они, эти карты, сверкающие позолотой. Работа и советы и предсказания вам на работу. Итак, про работу вам расскажут. Про настоящий туз мечей. Туз мечей описывает какие-то очень хорошие, заметные, выразительные шансы, возможности. И это ваше настоящее. То есть именно сейчас, вчера, сегодня или немножко завтра для вас звучит крупное предложение о работе, о бизнесе, о назначении на новую должность. То есть вы сейчас в полосе, ну, знаете, какого-то очень срочного везения. Почему срочно? Потому что туз мечей – это, безусловно, карта всегда про время. Описывает возможности, которые очень быстро проскочат, так что не вернешь. Карта советует с риском соглашаться на любые предложения, с готовностью говорить «да» самым разным людям и возможностям. То есть часики тикают, отсчет ваших счастливых шансов идет прямо сейчас. Прямо сейчас, когда вы смотрите это гадание. Рассмотрите эти шансы, не упустите ни в коем случае. Откуда это взялось, такое счастье? В общем, повезло еще в недавнем прошлом. Карта умеренность на прошлое. Ну, знаете, карта умеренность может вообще в глобальном смысле описывать для вас очень правильный выбор жизненного профессионального пути. Умеренность – это вообще путь, которым человек осознанно, спокойно, честно идет. И профессиональный путь в идеале у каждого должен быть именно такой. Однажды выбранный, трудный, неоднозначный путь. Где-то вы останавливаетесь, где-то вы пытаетесь свернуть, да, но потом все равно возвращаетесь на эту дорогу. То есть метущихся людей, которые мечтают, сейчас сомневаются, например, в правильности выбранного пути, карта успокаивает и убеждает, и говорит, что на самом деле вы делаете то, что должны, несмотря на, может быть, даже временные какие-то переживания, хотя я не вижу здесь никаких переживаний, вы в каком-то заданном отрезке, заданном судьбой отрезке профессиональной вашей жизни. То есть
Нравится, не нравится, по-другому быть не могло. Вы исполняете космическую программу, и тут, конечно, нужно проявлять и благодарность Вселенной, и терпение, и все свои добродетели, какие у вас есть, вплоть до, там, ну не знаю, готовности учиться и повышать профессиональный уровень. А что же дальше, спросите вы? Пока карты очень счастливые. Вот уж портрет везунчика в профессиональном смысле. Впервые сегодня мы, кстати, видим. Портрет везунчика, шансы, возможности карьерные. Очень правильный путь. А впереди-то на целый год колесо фортуны вам выпадает. Очень счастливая карта. Самая главная карта про восхитительные, заметные перемены. Это и карьерный рост. Это возможность буквально поменять жизнь, достаток, внешний вид, образ жизни, социальный уровень, свой статус поменять вот за счет именно работы и карьеры. Карта говорит, что процесс уже идет, практически даже ваши какие-то специальные усилия не нужны. Колесо фортуны вас подхватило и куда-то тащит. Ну, в редких случаях это такое умеренно хорошее предсказание, потому что могут быть и временные трудности. Да? Колесо фортуны кого-то поднимает, а кого-то вот этот человек здесь в розовом изображен, кого-то может приопускать. Но мы понимаем, что дальнейшее, если он не отцепит ручонки свои, то дальнейшее движение его все равно поднимет где-то наверх. Но в целом, конечно, и это подтверждается практикой всегда гаданий. Колесо фортуны обозначает необыкновенную удачу, поэтому, ну что вам тут сказать? Загадайте правильно желания ваши, связанные с бизнесом, с работой, с карьерой, и ловите эту удачу. Все поменяется, и воплотятся ваши самые дерзкие, самые крупные карьерные планы. Самое главное, что путь верный выбран. Вот знаете, верный путь. А это верный путь в профессии. Это залог будущего успеха. Всегда. То есть по-другому и не бывает. Далее деньги. Ну, вообще такое вот везение в работе, в карьере, в бизнесе, наверное, предполагает и хорошие заработки. Хотя я не знаю. Тут от системы ценностей ваших многое зависит. Что тут про деньги? Так, раз, два и три. Здесь нет перевернутых карт в этой колоде. И, ну, с деньгами-то, в общем, все тоже очень хорошо. Вот как ваше настоящее. У вас очень горяченькое настоящее, друзья мои. Все, кто выбрал четвертый вариант, вы прям в полосе перемен, под молниями какими-то судьбы ходите. Сейчас время очень неспокойное, по-хорошему. То есть все, что вы ждали, вот эти предложения, назначения, призывы, да, какие-то судьбы, это все именно сегодня происходит. Видите, у вас в настоящем про деньги суд. То есть долгожданное и вместе с тем неожиданное событие, известие пришло. Приходит оно вчера, сегодня, либо чуть-чуть завтра, но все равно для карты это все настоящее. То есть вы дождались. Сейчас или никогда меняется ваша финансовая судьба. Это может быть сообщение, как о повышении зарплаты, например, заметном, или если это новая работа, о том сообщение для вас, что у вас вот эта новая зарплата будет какая-то большая. Суд, возможно, вы выиграли суд, связанный с деньгами, соответственно, долгожданные денежные суммы крупные в ваших руках оказываются. И так далее. То есть сейчас время крупных, срочных, необыкновенных новостей для вас про деньги. Ну, старший аркан, карта очень фатальная, тоже, в общем, не советует слишком активно вмешиваться в ход событий. Здесь в основном судьба за вас все решает, так что вам-то советов-то и нету в основном. Откуда? Недавнее прошлое в деньгах, девятка кубков. Карта настроенческая, а правильнее любовная. Любовный интерес или чье-то доброе расположение приносит вам эти хорошие финансовые новости. Или буквально приносит вам эти деньги. Понимаете, да? Праздничная,
спокойная, очень эмоционально комфортная жизнь. Вот из нее родятся шансы для того, чтобы жизнь стала еще более комфортной, понимаете? Девятка кубков говорит, например, о том, что вы недавно, правильно, своевременно подружились с очень нужными людьми. А может быть, действительно, какой-то яркий роман меняет вашу финансовую реальность. Почему бы нет? Так, в общем-то, и бывает, и так и должно быть, наверное, для женщин. Хотя и для мужчин, в общем-то, тоже. Будущее ваших денег. Какое-то тоже очень нежное, знаете, это снова кубки. Новый человек – это паш кубков. Новый человек, посланник новой любви, новый романтический или какой-то нежный дружеский интерес. То есть карты говорят, что денежная история откроется именно новая, несмотря на то, что так хорошо у вас в работе и в бизнесе сейчас, но источник доходов или сами мысли о деньгах, сами схемы, может быть, которыми вы зарабатываете, как вы тратите, вот они новые. Вообще весь новый инструментарий, все прежде не испробованное, приходит в нашу жизнь именно с пажами. И тут еще и паж кубков. Ну ладно бы паж пентаклей был, все понятно, посланник монет. Но паж кубков, посланник истинной любви. Вот видите, как нас утаскивает колода именно в романтическую тему, в кубки. Буквально паж кубков многим девушкам обещает новое романтическое знакомство и деньги через него. Почему бы и нет? Если щедрый мужчина вам встретится, а я надеюсь, вам такой встретится, то ваш бюджет ваш действительно меняется через любовь, можно сказать, да? Через какие-то перспективы. Однако кубки это еще, вернее, пажи это еще и разные молодые люди. А молодыми, друзья, могут быть еще кто? Наши дети подросшие. Поэтому вполне возможно помощь от ребенка или от детей. Вообще хорошие новости, связанные с деньгами от ваших детей, что тоже, я считаю, прекрасно, похвально. Чего я здесь не вижу? Чего я здесь не вижу? Я вижу хороший прогноз на деньги для вас, и я не вижу, и для кого-то это к лучшему, для кого-то нет, я не вижу такой уж сильно прямой связи для вас между деньгами и работой. То есть складывается ощущение, что эти деньги, особенно новые деньги, которые входят в вашу жизнь, это не заработанные деньги, они не от ваших усилий, это не ваша зарплата, это какие-то дополнительные сторонние, потусторонние, хорошие деньги. Ну что ж, это тоже очень все хорошо. Далее любовь. Ну вот видите, мы только лишь тему любви сейчас собираемся раскрыть, а вам уже она почти что в полном объеме досталась. И, кстати, если уж мы строго будем смотреть, да, вот первые карты, первый ряд, работа, профессия, бизнес, здесь ведь тоже предложение о браке, большие долгосрочные чувства, счастье в любви, свадьбы. То есть вполне возможно, что для многих из вас и работу, и бюджетные хлопоты просто заменит любовь. Каким образом? Ну, запросто. Например, вы можете удачно выйти замуж и вместе с мужем делать свой собственный бизнес. И это уже будет ваша работа, и это уже будет ваши доходы и так далее. Вот так. То есть можно сказать, что про любовь-то мы еще не успели спросить, а нам карты про нее уже все рассказали. По крайней мере, шансы любовные очень большие и очень такие, ну скажем так, выгодные. Но, да, про любовь. Раз, два, три. Три карты рассказывают нам про любовь. Опять же, очень активный настоящий. Вот, друзья, все, кто выбрал четвертый вариант, вот вы смотрите это гадание. Я вас очень прошу, верьте картам.
Если вы не чувствуете, что сейчас у вас очень активно меняется жизнь, то, поверьте, вы просто этого не чувствуете. Посмотрите, туз, карта суд. Здесь вообще колесница выпадает. То есть под вами сейчас буквально плавится реальность, земля трясется, раскрываются любые возможности. И это все нельзя упускать, игнорировать. Вот. И про любовь тоже, видите, колесница. В настоящий момент все меняется. Одинокие становятся в паре, оказываются, да, в паре. Одинокое сердце заряжается любовью. Колесница – это и легкая безуминка, которая влюбленных всегда накрывает. Это невероятные силы чувства, которые появляются в вашем сердце и в сердце вашего партнера. Какая-то небесная колесница подхватывает вас и уносит, ну, в качественно другую реальность, например. Это головокружение от успехов любовных, колесница описывает. То есть это, знаете, вообще карта триумфа. А любовь – это дело-то очень конкурентное, и в любви всегда есть победа или не победа, есть разные позиции, есть тех, кого оставили, например, кто проиграл. Вот. И здесь какой-то абсолютно ваш выигрыш идет. Вот просто вы вознеслись до небес. Я считаю, что самый логичный, экологичный, правильный выигрыш, если мы говорим о любви, это как раз чувство. То есть вы выиграли чувство. Наделило вас небо, наградило великим чувством, большой увлеченностью каким-то человеком. А в общем, колесница, счастливая карта, она говорит, вы вообще-то счастливы. Счастливы. Чего еще хотеть? Чего еще желать? Но так было не всегда. Совсем в недавнем прошлом, смотрите, вот такой набор, абсолютно пассивная карта с максимально активной, описывает то, что называется с места в карьер. То есть так было не всегда. В вашем недавнем прошлом вы как будто бы ничего не хотели, и ничего не происходило, и ничего не двигалось. Более того, вы даже сознательно отвергали разные шансы, связанные с личной жизнью. Куда-то не ходили, не отвечали на какие-то сообщения, намеренно организовали разлуку, например, с человеком, который вам интересен. А сейчас абсолютно без вашего выбора, без вашего влияния, просто все стало меняться. И вы тоже понимаете, что вы во власти судьбы. Кстати, вот опять же, все три центральные карты, которые описывают для вас настоящее, это все фатум. Судьба, судьба, судьба. Вы сейчас ничего не выбираете, вы как игрушка, инструмент в руках судьбы. И эту, кстати, роль тоже нужно очень достойно и очень правильно всегда отыграть. Когда вы не выбираете, а вам нужно покоряться року. Я про это много раз уже говорила. Но будущее ваше любовное, какое оно? Не безоблачное. Десятка мечей вам выпадает. Увы, друзья, это карта кризиса. Но может быть не увы, может быть как раз карта появляется для вас своевременно, чтобы вы этот кризис вовремя распознали, ухватили и купировали. Десятка мечей говорит, что если пустить вот эту нынешнюю или новую вашу любовную историю на самотек, если не заниматься своими чувствами, не воспитывать себя и отношения не строить, то все это неизбежно приведет к закату любовной истории. Плохие ситуации или ситуации, пущенные на самотек, как известно, в нашей жизни всегда развиваются от плохого к худшему. Так и здесь. Хоть и сейчас вам везение в любви выпадает, и вроде бы вы ничего не должны делать, но дальше, уже в течение года, вы скатитесь в кризис и в разлуку, в конец романа, и растеряете и свои чувства, и чувства партнера, если вовремя не вмешаетесь и не возьмете ситуацию под какой-то контроль. Десятка мечей. Вообще-то карта действительно пугающая, потому что она все отменяет. А она действительно может говорить, что для ваших счастливых чувств, для такого космического романа нынешнего, будущего нет. Он с неизбежностью прекратится, разобьется об быт, об непонимании или об измене. Но
у колоды Таро, у карт Таро вообще нет задачи вас расстраивать. Есть задача максимум вас предупредить. Десятка мечей. Это либо любовь, которая должна закончиться во благо вам, чтобы вы потом что-то лучшее нашли, или это подсказка переориентироваться и кризиса этого как-то избежать. Смотрите, что вам больше подходит. Но кризис есть. Кризис есть. Давайте сюда дополнительную карточку достанем, да, чтобы немножко пояснить, чтобы уж такой пугающий конец-то тут не был. Ну, лучше бы я не доставала бы, наверное, да, как бы, потому что тут карта башни выпадает. Вот есть две карты в колоде Таро, одна реплика другой, про кризис и разрушение. Это десятка мечей и карта башни. То есть все-таки с неизбежностью какие-то перемены, не будем так категорично говорить, вот конец любви, конец романа, конец брака, не будем, хотя это тоже не исключено и у многих состоится. А в целом же карты немножко более абстрактно-философски говорят, что нынешнее положение вещей вот в любви, там, в личной жизни для вас не может продолжаться для бесконечности. Чтобы что-то правильное вошло в вашу жизнь, надо, чтобы старое закончилось. Но так получается, что вы старое-то это не отпускаете. Например, не разводитесь с мужем, с которым давно дошли, без любви живете. А Вселенной придется вмешаться. А когда Вселенная вмешивается, она же пешек не замечает, правда же? Ее же потери мирных жителей не интересуют. То есть все разрушительно, болезненно, с какими-то громами, молниями, возможно, сопровождается скандалами, материальными, моральными какими-то потерями. То есть карты достаточно роковые, но если смотреть немножко дальше, то прогноз карт оптимистичный, все ненужное из вашей личной жизни уйдет. А может быть, вы этого как раз и ждете, может быть, вам для счастья не хватает сейчас именно разрушений, очиститься от чего-то, правда же? И теперь домашние дела и семейная жизнь для вас. Раз, два и три. Три карты. Ну что ж, друзья, три карты, из них два туза. Представляете? Вот опять, вы полностью в тузах у вас. Три туза для такого маленького расклада. Это даже многовато. В настоящем туз кубков. Опять же, какой у вас необыкновенный настоящий. Вы счастливый человек, буквально поцелованный судьбой в данный момент. Вот когда вы смотрите это гадание. То есть у вас буквально, ну, знаете, подарок в руках, счастье в руках. Это и семья, и новый дом, и новый ребенок, или известие о том, что скоро родится ребенок ваш, или, может быть, у ваших детей ваш внук. То есть вы сидите на горе с подарками, и очень хорошо это осознаете. Покой, чувство переполненности любовью к семье, к дому. Вот что сейчас есть ваше настоящее. Прям вот какая-то, ну, знаете, обласканность судьбой. Туз кубков, мне кажется, выпадает всегда только как подсказка, как повод поблагодарить судьбу за то, что вот в настоящем сегодняшний день у вас есть, потому что у вас прям подарочная какая-то сувенирная жизнь сейчас получается. Откуда это взялось? Недавнее прошлое. Правильное, хорошее. Ну, тройка пентаклей, карта работы. Можно сказать, что вы поработали, проявили где-то смекалку, взрослость. Вы поработали над домашними, над семейными делами. И неважно как. Может быть, вы поработали над отношениями в семье. Может быть, вы поработали над искусственным оплодотворением. Может быть, вы поработали над строительством дома и наслаждаетесь теперь чудесным каким-то ремонтом. Может быть, вы сильно поработали, накопили, заработали денег на то, чтобы у вас семейный бюджет был в порядке и хороший организованный быт. Неважно. Самое главное – это ваши добродетели. Поскольку это тройка, три каких-то из ваших добродетелей можете выделить и назвать. Это то, что вас к нынешнему счастью и к нынешнему семейному успеху привело. Это все прекрасно. Но дальше
будет лучше. Потому что снова туз. Туз Пентаклей – это новая жизнь. Очень благополучная, богатая. Какой-то, знаете, вот портал в новую жизнь, новая реальность. То есть это часто новый дом, ключи от нового дома, туз Пентаклей. И здесь к дому прилагается и сад, и приусадебные, как это называется, хозяйства, и надворные постройки и так далее. То есть, знаете, вот туз Пентаклей – это материализация, буквально материализация туза кубков. То есть вот представьте, туз кубков, например, это может быть обещание. Или сравним так, туз кубков – это когда вам кто-то делает предложение о браке. То есть это сейчас пока мечта о семье, но очень близкая, воплощенная. А тогда туз Пентаклей следом – это уже сам брак, свадьба и новый дом для молодой семьи. Поэтому они очень логичны. В паре, кстати, рядышком очень редко сходятся. Поэтому, конечно, они вам обещают, эти два туза, исполнение самых невероятных желаний, вот связанных с домом и семьей. Это опять же рождение детей, любого количества детей, какое только вам заблагорассудится. Это любое количество денег, которыми вы можете располагать в семейном бюджете. Да. Это такая семейная жизнь какого-то, что ли, высшего порядка и абсолютное процветание. Ну что ж, вот такой, как мне кажется, замечательный, редкий год карты вам пообещали, дорогие мои зрители. А я благодарю вас за просмотр, желаю всего наилучшего и увидимся.